не добраться, к слову говоря, нужно брать еще автобус. Okay. Peckham. I have to run through Peckham at night! What's wrong with Peckham? Южный Лондон. Южный Лондон — это то самое место, куда обычно не ступает нога человека, который живет в Северном Лондоне. Южный Лондон — это как бы там где-то далеко за рекой, туда ничего не ходит и не летает, и цивилизации там, скорее всего, нету. В прошлом веке в Пекхаме на самом деле все было довольно неплохо. Там, ну, собственно, это была такая небольшая деревенька. В этой деревеньке останавливались люди, которые гнали скот на продажу в Лондон. И это был их, собственно, последний привал перед большим днем в Лондоне. А где-то в 60-х годах там произошла, собственно, такая вещь, которая довольно часто происходила в Лондоне. Они построили такие здания, ну, жилые здания многоэтажные, и сделали из них несколько кварталов. И вначале, ну, то есть это была такая очень хорошая идея, казалось бы, что пусть люди все живут такой, у них будет свое комьюнити, все будет прекрасно. Но потом где-то к 70-м, 80-м годам все эти здания, все эти кварталы начали превращаться в гетто. И там какие-то, ну, появились какие-то бандиты, стало там все очень неблагополучно. И Лондон пережил через вот этот вот период, когда они поняли, что так делать не нужно строить вот эти вот кварталы из кирпичей многоэтажные, в которых, собственно, начинает накапливаться какая-то такая людская ненависть. И где-то вот к 90-м годам, и все еще, ну, очень мало на самом деле их осталось, но где-то к 90-м годам они стали уничтожать все такие кварталы и строить все заново. В Лондоне, конечно, идеальное место для независимых кинотеатров, и это место, конечно, меня очень интригует. Люблю ходить по лондонским кинотеатрам. Ну вот, бывшая парковка. А теперь здесь веганская еда. Реальная такая парковка. И теперь веганский рай. Все это еще покрашено в такие жизнерадостные краски. Смотри, сейчас все будет оранжевое. Я не буду говорить, что прямо так сегодня в Пекхаме прямо так все прекрасно. Конечно же, идешь, когда по этим улицам, ощущается определенное уныние. Но учитывая то, что все это часть Лондона, то как бы к этому всему примешивается еще такая очень большая занятость, все куда-то спешат, все заняты, что-то происходит, и опять же, ну, вот эта парковочка, которая превратилась в веганский рай, по-моему, это просто прекрасно. Я вот тут гуляю, там внутри явно какая-то проповедь идет. Вот, мне кажется, на этом и заканчивается Пекхам. Дальше уже какие-то новые дома пошли. Джентрификация потихонечку добирается до Пекхама на самом деле. Какие-то здания сносятся. Вот
такой вот он бандитский Пекхэм. Тут еще парк, на самом деле, отличный неподалеку. Просто такие огромные зеленые просторы, где я так замечательно и полетал дроном. Одна из вещей, которая меня совершенно потрясла, когда я приехал в Лондон, это то, что здесь очень плотно, конечно же, все живут, здесь очень много людей, здесь очень много районов. И районы, которые, казалось бы, такие менее благополучные, более благополучные, они, как правило, перемешаны друг с другом. И можно иногда зайти из одного района в другой, буквально пройдя 100 метров, и все абсолютно изменится. Будут другие здания, будут другие люди, будут другие магазины. Поэтому Лондон прекрасен для того, чтобы исследовать его пешком. Можно просто идти вот так, по такой зебре из районов и поражаться или ужасаться, и потом снова удивляться и радоваться слоям культуры большого города. Деревянный тотем, предположительно австралийский. Ладно, я тем временем двигаю в какую-нибудь веганскую кафешечку попить латте. Что я хочу сказать? В Лондоне, в общем-то, всегда так. Отойдешь 2 шага от одного района, попадаешь совершенно в другой мир. Все очень хорошо перемешано. И главное, дикофлаты всегда неподалеку. Вторым пунктом, кстати говоря, в этом списке самых опасных районов Лондона был Хакни. Что меня, честно говоря, немножко удивляет, потому что я через него езжу на велосипеде практически каждый день. Поэтому я думаю, что следующий эпизод мы сделаем про Хакни и посмотрим на это глазами современного хипстера. Спасибо за то, что вы смотрите эти ролики. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии и до новых встреч!